Срочные новости. Из достоверных источников стало известно, что Путин скончался. Тело Путина было найдено в одном из заброшенных домов на окраине Москвы. Каково было удивление криминалистов, когда в момент обнаружения тела проходила прямая трансляция с речью Путина. Криминалисты подумали, что они обознались, но Путина ни с кем спутать нельзя. После передачи данных о том, что было найдено тело Путина, через 2 минуты на место прибыли неизвестные люди и представились личными судмедэкспертами Кремля. Прибывшие на место судмедэксперты даже не стали проводить каких-то исследований, они просто пригрозили криминалистам держать язык за зубами или им не поздоровится, после чего забрали тело и скрылись в неизвестном направлении. Как выяснилось позже, это был один из множества двойников Путина. Ведь Путин в этот момент был в прямом эфире, где отвечал на вопросы граждан. В момент прямого эфира ему позвонили на телефон и что-то сказали, он поменялся в лице, но не прекратил эфир, он бросил трубку и продолжил. Криминалисты, подумав, что это какой-то розыгрыш, не придали этому никакого значения и рассказали все своим друзьям и знакомым. После чего они больше не появлялись на рабочем месте и не выходят на связь. Сам же Путин прокомментировал это со смехом и улыбкой на лице, сказал, что это лишь больное воображение больных людей, которым нужно лечиться. Как вы считаете, был ли это двойник Путина или это просто совпадение? Напишите свое мнение в комментариях. Двойники у Путина есть уже очень давно, хочу рассказать, когда впервые они появились. Все понимают, что и у Ельцина были двойники, и у Путина они есть, но дальше этого понимания не идет. Человеческая психика защищается от грандиозного обмана и запрещает думать дальше. И вот, буквально на днях, 1 февраля 2020 года в сеть попало фото двойников, сделанное якобы для отчета. На нем дублеры жмут друг другу руки и презренно корчат лица. Интересно, кто из кукловодов допустил такую оплошность и кто вообще ими управляет? Как вы считаете, есть ли у Путина еще двойники или это единственные экземпляры? Ведь раньше в двойников действительно использовали для безопасности. Один из известных примеров – Сталин, который опасался за свою жизнь и лично отбирал двойников. Его двойником был народный артист СССР Феликс Дадаев. До 1996 года все сведения о нем были засекречены. После появились фото, на которых он, один в один, Сталин. Но в наше время двойников стали использовать для полной замены президента другим человеком. То есть двойник не просто выполняет роль копии, для отвода глаз, теперь двойники принимают участие в публичных мероприятиях и делают официальные заявления от имени оригинала. Двойники заменяли Ельцина, заменяют сегодня и Путина. Вдумайтесь, народ выбрал себе президента, он его знает, в него верит, ждет справедливого руководства, и вдруг его меняют очень похожим, но другим человеком. Меняют полностью, а не на один парад или массовое мероприятие. Теперь именно он подписывает все документы, встречается с министрами, поздравляет страну с Новым годом. Он и назначает себе преемника, которого послушный народ легко выбирает следующим президентом. Напрашивается вопрос, который даже страшно задать: кто меняет двойников на таком важном государственном посту? Кто указывает им, что делать? Ведь не самостоятельно же двойник проворачивает спецоперацию по подмене президента. Кто занимается подготовкой двойников? Обыватели предпочитают даже не задумываться об этом. Раз кукловоды прячутся в тени, значит они уверены, что народ их никогда не поддержит на открытых выборах. Это могут быть иностранцы, бандиты и предатели. Нашими судьбами распоряжаются люди, которых мы не выбирали и никогда бы не выбрали. Как кукловодам удалось сделать тему двойников обыденной, на которую никто не обращает внимания, была применена технология окно Авертона, способ сделать любую неприемлемую для общества тему рядовой и допустимой для большинства. В СМИ начинает муссироваться тема двойников, показываются художественные фильмы про замену высших государственных лиц, проводятся конкурсы двойников президента, выходят статьи, интервью, книги на эту тему. Тема завладевает умами людей, но кукловоды подают ее под своим углом, мол, двойники есть, но они нужны только для обеспечения безопасности. Эта тема постоянно тиражируется, и в конечном итоге возникает иммунитет. Ну да, есть двойники и у президента, ну и что тут особенного? Вопрос двойников сознательно переводится кукловодами из государственного преступления в привычную обыденность. Теперь страной правит Путин. Принято считать, что он восстановил страну после ельцинской разрухи, что дал людям стабильность. Видимо, кто-то ценит стабильную бедность и нищету, но речь не об этом. Президентов назначает, меняет и направляет одна
И та же система, одна группа кукловодов. При Ельцине они достигали одну цель, при Путине – другую. Теперь они начали подменять Путина, и его армия двойников значительно разнообразнее. Обратите внимание, как на фотографиях разных лет у Путина отличаются морщины лба. У одного человека рисунок морщин лба не меняется со временем, а здесь мы видим то прямую галочку, то волны. Такие отличия нельзя объяснить возрастными изменениями, даже если допустить, что оригиналу делалась пластическая операция для поддержания моложавого вида. Морщины вокруг глаз имеют разную форму, то глубокий треугольник до середины щеки, то почти пологая дуга. Также то видны, то отсутствуют диагональные морщины-черточки. Разная манера в одном и том же жесте руки. Разные мочки ушей. Раз Путина подменили, то становится понятным, почему так скрывается любая информация о его семье. Дети и жена, которая уже стала бывшей, просто не хотят жить с чужим человеком, двойником своего отца и мужа. К тому же они могут невольно раскрыть этот секрет, и лучше держать их подальше. Чтобы избежать появления двойников, надо было еще при Ельцине ввести обязательную процедуру освидетельствования президента. Во время инаугурации при всех в прямом эфире снимать отпечатки пальцев или фотографировать радужку глаза. Этот эталон хранить, как достояние нации, как гарантию ее выбора. Но опять же, кто будет его хранить? Все те же кукловоды, которые легко заменят эталон на новый. Друзья, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк.